Привет, меня зовут Марина. Прежде чем приступить к рассказу о моей мастерской, пожалуйста, посмотрите, как она выглядела каких-то 3 года назад, когда мы только купили свою сталинку. Наш дом был построен в 1956 году, и нам предстояло огромное количество работы по восстановлению стен, потолка и пола. Сейчас вы видите съемку за день до привоза новой мебели, которая и внесла заключительный штрих к портрету. Также мне еще предстоит здесь уборка и ревизия, потому что я планирую переставить некоторые вещи в более удобные места. Чтобы организовать новое рабочее место, нужно разобрать старое. Наконец-то у меня будет свой стол, который не будет переворачиваться, и с него не будет ничего падать. Новый стол фирмы divan.ru. Он требует самостоятельной сборки, и Паша отлично с этим справился. Стол просто прекрасен. Честно признаю, что увидев его в магазине, сразу случилась любовь. Carpet. And I must admit, he's staring with a vengeance. Oh, and I digress, 'cause I must make you the perfect morning. I try my best. Еще одно дополнение к обновленной мастерской – это мой личный ноутбук. Всегда удобнее иметь личную вещь, чем пользоваться всей семьей одним компьютером. You're into Bluetooth mode. Ну что ж, настало время показать вам, как выглядит наша мастерская сейчас. Сразу хочу объяснить, что это не только мастерская, эта комната еще является и гостиной, поэтому она разделена на 2 зоны. Сейчас я в зоне отдыха, в гостиной зоне, и поэтому здесь стоит диван-кровать, новый раскладной диван. Это то место, где могут переночевать наши друзья или родственники. И в этой комнате есть вся мебель, которую я изначально планировала, кроме некоторых нюансов в виде штор. Шторы — это не мебель, но часть интерьера. И вот штор здесь не хватает, но в скором времени они уже ко мне приедут. Итак, начинаем мы наше движение со входа. Я не совсем упарывалась над тем, чтобы все тут прибирать, поэтому вот здесь вы видите места обитания моей дочери. Она любит устраивать всякие комнатки. Вот эта комнатка для кошки. Тут все ее необходимые штуки. А вот это место называется салон красоты. Это мой рабочий стол, новый. Пол скрипит. Пол деревянный, это сосна. Сосновый пол, доски обновленные. Мы живем в Сталинке. Вы видите здесь очень высокие потолки. Есть
гипсовая розетка родная на потолке, вот такая вот люстра. Штор нет, как я и говорила. И не так давно к нам приехала вот такая вот тумба. Ну как к нам приехала? Нам ее отдала начальница моего мужа. Это советская этажерка, советская тумбочка. Она потрясающая, я просто не смогла отказаться и сказала: давайте, я ее забираю. Вот здесь, кстати, кофеек. Очень удобно, что на этой тумбе у меня стоят все необходимые мои канцелярские корзинки. То есть корзинка с упаковочными какими-то материалами, стикерами, тейпами. И корзинка, где я храню всякие мелочи, документы, тетради, которыми пользуюсь, крема там и так далее. Это кожзам. Ну а здесь у меня тоже стоят две этажерочки. Тут лежит Иван. Еще один небольшой мой проектик. Я про него отдельно снимаю видео, поэтому поподробнее вам расскажу чуть позже. Ой! Чуть не упал. Это вся моя коллекция кукол. Тут стоят Барби 90-х в коробках. Вот эти две Барби ждут, когда я сделаю на них видеообзор со сравнением. Там у меня новая фашиниста, афроамериканка. Последняя Silkstone, Барби Пол, гимнастка и кукла, которая в детстве у меня была. Я ее нашла. Сумик. Кстати, на моем канале есть видео, как шить вот такой вот комбинезончик. Мимимишный. Здесь у меня авторские куклы. Про Мишу, кстати, я писала недавно в телеграм-канале. Там можете найти ее фотографии. Барби ретро. Про вот эту и про вот эту я еще буду делать видео. Про вот эту даже два. Фетровые игрухи. Это шляпа корейская. Кат называется. Скоро в продаже. Здесь у меня еще Барби 90-х. Распакованные. И одна луковка. Polly Pocket 88 года. Monster High. Дракон, которого шил мой брат. И Барби 63 года. Что касается моего стола, здесь, естественно, творческий беспорядок, потому что вчера было воскресенье, по воскресеньям я делаю какие-то свои такие проектики. Проектики выходного дня, я их так называю. И я начала 3 плюшей. Один из них котик. Вот, кстати, дочь мне уже тех задания нарисовала, что у него должно быть. Это детали морды. Кисти, карандаши. Здесь у меня стоят БЖД. Это мой молд Микола на теле SD13. Волкс. Красиво одетый мальчик в новом паричке. И Моня. Тоже красиво одетый. Два мальчика. Они всегда у меня, в последнее время всегда у меня стоят на моем рабочем месте. И тут у меня еще Момока. Просто вот у меня было настроение поставить ее на рабочий стол, и я это сделала. А тут у меня лежат картины, которые я собираюсь выставить на продажу. И это дотсы для вот таких браслетов. И в этом ящике канцелярия. Ну а здесь у меня пеналы. Мой пенал лежит. И тут вот такой вот ящичек. У меня там лежат маленькие выкройки.
микроб, потому что скоро я буду шить, вот буквально на днях, ему аутфит. 2 аутфита у меня. Русалочка, очки, кружево и обезьянка. У меня есть одна готовая обезьянка. Вот. И это манекен. Также у меня здесь есть зайчик, которого тоже сегодня надо упаковать и приготовить к поездке. Он у меня весь тут замотанный, чтобы мейкап у него не стерся, не соскоблился. Такой вот мятный малыш. И вот начала я делать парик, шапочку для микроба. Господи, посмотрите, какая она маленькая. Вот так вот. Упаковочная бумага под столом в корзине, которая принадлежала моей бабушке. Тут еще есть корзина. Здесь у меня ткани, которые в ближайшее время буду использовать. Круглая лампа, которую я использую как держатель для телефона во время съемок. Ну, иногда как подсветку. Моя супер красная тумба. В этом ящике всякие краски, магниты и все, что нужно для мейкапов и для сборки. Здесь у меня мерч, стикеры, все, что касается упаковки. Здесь у меня детали, которые отшкурены, требуют сборки, либо те детали, которые нужно еще шкурить. В общем, куклы. Здесь у меня глаза и аксессуары, и там все это бумага для печати. Принтер, весы, на которых я взвешиваю посылки перед тем, как оформлять доставку. Так, ну это Пашин какой-то танк загрунтованный. Краски. Корейский. И вот учебник, кстати, вчера я немножечко почитала. А вот здесь внизу у меня рамы для картин. Учебник. Барбейский аутфит. Блин. Вы понимаете, она упала, и с ней ничего не случилось. Вы видели новый наборчик у Сильваниан? Я вам сейчас покажу. Это вообще супер милота. Посмотрите на это привидение. Вы видите эту милоту? Здесь у меня фотография. Это дедушка Василий Михайлович. Это бабушка Аполлинария Васильевна. Это мама в возрасте 13 лет. Она здесь танцует партию оленя на пуантах. Ну и просто пока пустая рамочка. Просто полка. Здесь книги про аутизм, Евины документы. У меня Ева, дочка, у нее аутизм. И мы очень интересуемся вот этой всей темой. У нас есть литература, также мы прошли курс по подготовке родителей детей с аутизмом. Кстати, этот курс предоставила благотворительная организация, которую создала Наталья Водянова. Фотография моя свадебная. Ну, это фотошоп, конечно. Это наши друзья. Они сейчас в Питере живут. А здесь у меня корзинка с пряжей, и тут я уже начала делать тресы для париков. Такая вот корзинка, как с чешуей. Я думаю, обзор Пашиного стола вообще ни к чему, потому что, ну, как вы видите, что здесь обозревать? Вот это место, где я шкурю кукол, и теперь еще их и леплю. Тут можно вот увидеть пылесос. Вот здесь куклы, которые ожидают шкурения.
сверла. Новое тело. Господи. Новое тело 1:6 в работе. И куколка, которая будет как гараж кит. Если вы знаете, это такие игрушки, которые являются самосборными. То есть человек сам отрезает их от литников, шкурит, раскрашивает, собирает и так далее. Это вот такой вот у меня проект. Очень давно я хотела его сделать. Лицо, морда. Морда лица вот от этого вот парня. Ну и здесь тоже всякие детали. Вот здесь уголок, не знаю, как его назвать, швейный, что ли. Такой вот уголок. Так, ну и здесь всякие швейные проекты. Коробки, формы для литья, вот эти розовые штуки, это формы для литья. Это Пашины всякие солдатики. Их очень много. Цветы. Отряд коней. Очень любят солдатисты покупать своим дочкам. Вот верите, нет? Я очень горжусь нашей работой над мастерской. В нее вложено больше всего сил и средств, потому что эта комната самая популярная в доме. Ну и, пользуясь случаем, немного расскажу о хобби мужа. У него есть основная работа, а в свободное время он помогает мне и лепит отряды фантастичных солдатиков. Ну а эту красотку лепила я. Это Элла с Татошкой.